Привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам, как связать вот такой эффектный, красивый, изящный, трендовый ажурный узор спицами. Таким узором можно связать и майку, и топ, и футболку, и кардиган, и джемпер, шаль, палантин. Можно связать таким узором летнее изделие или демисезонное изделие. Пряжа для такого узора подойдет тонкая и средней толщины. На пряже средней толщины узор смотрится более рельефно и фактурно. Это примерно 100 грамм на 240 метров, если это хлопок. Спицы подойдут для такого узора от 4 миллиметров и тоньше. Друзья, перед вами схема узора. На схеме изображены только нечетные ряды. Это видно по нумерации. Это лицевые ряды и при поворотном вязании, и при круговом. И вяжутся они справа налево по условным обозначениям схемы, по стрелке, которая здесь указана на схеме. Четные ряды на схеме не обозначены. Это при поворотном вязании изнаночные ряды. И вяжутся они слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при поворотном вязании провязываются изнаночной петлей. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 32 рядов. Провязав последний, 31, лицевой ряд справа налево по схеме, по ее условным обозначениям, мы возвращаемся по изнаночной стороне, это 32 изнаночный ряд, вяжем его слева направо по рисунку, как смотрят петли, и далее начинаем повторять узор с первого ряда. С первого ряда по 32 ряд. Столько раз, сколько вам это необходимо в высоту вашего вязания. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт этого узора состоит из 16 петель. Раппорт – это часть узора, которая постоянно повторяется. То есть вы вяжете 16 петель, 16, 16, 16 и так далее. На схеме изображена еще одна петля для симметрии узора. Она вяжется только один раз в конце ряда, для того, чтобы начало полотна и конец полотна были зеркальными, одинаковыми, гармоничными. Для того, чтобы набрать нужное количество петель, нужное вам для поворотного вязания, ваше количество петель должно делиться на 16. Плюс вы добавляете одну петлю для симметрии узора, плюс добавляете 2 кромочные петли, которые обозначены на схеме плюсиками. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. При вязании по кругу, для того, чтобы набрать нужное вам количество петель, ваше количество петель должно делиться на 16, то есть на количество петель раппорта. Петлю симметрии и кромочные петли набирать при круговом вязании не нужно, но нужно набрать еще дополнительно одну петлю для замыкания петель в круг. При круговом вязании все ряды, и нечетные, и четные, мы вяжем справа налево, то есть все ряды являются лицевые. При этом при круговом вязании нечетные ряды вяжем по схеме, по условным обозначениям схемы, а четные ряды вяжем по рисунку, то есть вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную. Нечетные ряды при вязании по кругу вяжем
по рисунку видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. Я изобразила на схеме еще базовый подготовительный ряд, который нужен, если мы изделие сразу вяжем узором после набора петель. Этот ряд базовый, подготовительный, не нужно вязать, если вы начинаете вязать изделие с какой-либо планки или резинки, как вот на этом джемпере. Резиночка 1 на 1, и потом уже узор идет. Вы видите, что узор формирует легкую волну. Если вы хотите, чтобы эффект волны был еще более выразительный, то при помощи пара этого можно добиться, повытягивать эту волнистость или наоборот сгладить эту легкую волнистость при помощи пара, чтобы низ изделия был ровным. Итак, друзья, давайте вместе свяжем образец этого узора. Еще хочу особо отметить, что здесь есть особые нюансы в провязывании 25 ряда и 17 ряда, которые я объясню при вязании образца. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Плюсики — это кромочные петли, горизонтальные черточки — это изнаночные петли, лицевые петли я обозначила точками зеленого цвета. Кружочки — это накиды. Палочка с наклоном вправо — это 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Палочка с наклоном влево — это 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Ну и все, других обозначений здесь нет. Как видите, схема очень и очень простая для провязывания, подходит для самых начинающих любителей вязания, так как никаких сложных обозначений на этой схеме нет. Для образца поворотным вязанием я набрала самым обычным классическим способом набора 19 петель. Это 16 петель, 1 раппорт узора, плюс 1 петля для симметрии, 17 петель, плюс 2 кромочные петли, 19 петель. И провязала один базовый установочный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Первую кромочную петлю я всегда снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Первый лицевой ряд вяжем справа налево. Кромочную петлю снимаем, вяжем этот ряд по схеме, по условным обозначениям схемы. Далее видим обозначение изнаночной петли, провязываем изнаночную петлю. Далее у нас идут 3 лицевые петли, 3 точки зеленого цвета. Это лицевые петли. 1, 2 лицевая, 3 лицевая петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Это обозначение 2 петли вместе с наклоном вправо по-разному провязывается при бабушкином способе вязания и при классическом способе вязания лицевых петель. Вот у меня лицевая петля. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Вот правая стенка петли, которая находится с правой стороны. Она у меня за спицей. То есть я провязываю бабушкину лицевую петлю за правую стенку, которая находится за спицей. Вот так. При классическом способе вязания правая стенка находится перед спицей. Вот петля, вот ее правая стенка, она находится перед спицей. И при классическом способе вязания лицевая петля провязывается за правую стенку, которая находится перед спицей. Вот так. Этим отличается классическая лицевая петля от бабушкиной лицевой петли. Вот это обозначение 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Мы по-разному будем провязывать при классическом способе вязания лицевых петель и при бабушкином способе вязания лицевых петель. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому
Сначала эти 2 петли я должна развернуть. Для этого я переснимаю их на правую спицу, вводя правую спицу за заднюю стенку петли, сзади работы, слева направо, и переснимаю петлю на правую спицу. Ввожу правую спицу сзади работы, за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю на правую спицу. Этим я развернула эти 2 петли. Затем возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Вот так. И у меня получается вот такой красивый наклон вправо. При классическом способе вязания вам не нужно разворачивать эти 2 петли. Вы сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет опять обозначение 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Я переснимаю эти 2 петли на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо. То есть этим я развернула 2 петли, затем возвращаю их на левую спицу по очереди и провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. При классическом способе вязания вы не разворачиваете петли, сразу вот так провязываете их 2 вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Вводите левую спицу слева направо за передние стенки, захватываете низ и провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Вот получился наклон вправо. Далее идет накид, лицевая. Один раз, накид, лицевая. Второй раз, накид, лицевая, третий раз. Накид, лицевая, один раз. Накид, лицевая, второй раз. Накид, лицевая, третий раз. Далее идет накид, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны сначала эти 2 петли развернуть. Как разворачивать петли, я уже показала. То есть по очереди переснимаете их на правую спицу, заводя правую спицу вот так, сзади работы, за заднюю стенку петли слева направо. Потом возвращаете эти 2 петли на левую спицу и провязываете 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. При бабушкином способе вязания я не разворачиваю эти 2 петли, а сразу провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Вот получается такой красивый наклон влево. Далее идет еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я не разворачиваю эти 2 петли при бабушкином способе вязания, а сразу провязываю 2 вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее по схеме идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Всю раппорт узора из 16 петель мы провязали. Далее вы вешаете маркер. После 16 петли раппорта вешаете вот так маркер и начинаете провязывать следующий раппорт узора. Лицевая, 3 изнаночная, 3 лицевые петли, 2 петли вместе вправо, 2 вместе вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 влево и лицевая. Провязали второй раппорт, вешаете маркер, начинаете провязывать следующий раппорт. Изнаночная, 3 лицевых, 2 вправо, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 влево, лицевая. Вешаете маркер и вяжете следующий раппорт. После последнего вашего раппорта вешаете маркер, чтобы отделить
петлю симметрии. У меня всего один раппорт, поэтому я после него вешаю маркер, чтобы не запутаться и чтобы знать, что у меня идет. Далее в конце ряда петля симметрии. Она вяжется один раз только в конце ряда. Это изнаночная петля в первом ряду. Провязываем изнаночную петлю симметрии и кромочная петля, плюсик. У меня это изнаночная бабушкина. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и изнаночный второй ряд вяжем по рисунку, как смотрят петли. Мы его вяжем слева направо. Можно смотреть на схему, можно нет. По рисунку первого ряда. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет, вот она, петля симметрии. Это была изнаночная петля в лицевом ряду. Здесь она выглядит как лицевая. Вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Маркер переснимаем. Далее начинаем провязывать раппорт узора. Здесь у нас была лицевая в лицевом ряду. Здесь она выглядит в изнаночном, как изнаночная. Провязываем изнаночную петлю. Далее у нас были 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой. Вот они здесь, эти бугорки большие изнаночных петель. Видим изнаночную бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную. Видим бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную. Далее у нас был накид в лицевом ряду. Здесь мы его провязываем в изнаночном ряду изнаночной петлей за переднюю стенку. И так вяжем до конца ряда по рисунку. Можно не смотреть на схему, а смотреть только на петли. У нас получается так, что мы провязали лицевую петлю, а далее у нас все петли выглядят как изнаночные. 15 петель. И только 16-я петля будет выглядеть как лицевая. Вот она перед кромочной петлей. Петля 16 выглядит как лицевая. Все остальные петли здесь, 15 петель раппорта, выглядят как изнаночные. Накиды также вяжем изнаночными. Провязываем изнаночная, накид, изнаночная. Далее вот опять у нас изнаночная, накид, изнаночная. Далее вот бугорок идет изнаночная, накид, изнаночная за переднюю стенку. Вот идет бугорок, это изнаночная петля, изнаночная. Так все 15 петель раппорта выглядят с изнаночной стороны. Изнаночными так и вяжем. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, изнаночная. И только одна петля выглядит как лицевая в раппорте. Вот это. Она была изнаночная в лицевом ряду. Вот она здесь выглядит как лицевая. Провязываем лицевую петлю. И кромочная петля. Вот она. Так смотрится. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю эти петли, переснимаю их на правую спицу, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. Затем эти 2 петли по очереди возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. При классическом способе вязания вы сразу провязываете эти 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки, не разворачивая эти петли.
Еще раз 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Я по очереди переснимаю эти 2 петли на правую спицу, захватывая их сзади работы за заднюю стенку слева направо. Затем переснимаю их обратно на левую спицу и провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Дальше идет накид. Делаем накид. Лицевая. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Далее идут 3 лицевые петли. 1, 2 лицевая, 3. Накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. Далее идут 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Провязываем эти 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому сразу, не разворачивая петли, провязываю 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Все, мы провязали раппорт узора. Маркер, который отделяет раппорт узора от других раппортов, переснимаем. Вы вяжете следующий раппорт, начиная сначала с первой его петли. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 2 петли вместе вправо, 2 петли вместе вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе влево. Маркер переснимаете, вяжете следующий раппорт. В конце ряда переснимаете маркер после последнего раппорта. И один раз только в конце ряда, она у меня отделена маркером, провязываете петлю симметрии. Изнаночная петля во втором ряду, петля симметрии, изнаночная, кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Мы провязали 3 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 4 изнаночный ряд. По рисунку, как смотрят петли. 4 изнаночный ряд. 4 изнаночный ряд вяжется так же, как и 2 ряд, по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Получается так, что мы кромочную петлю снимаем, далее провязываем 1 лицевую петлю, это петля симметрии, маркер переснимаем и начинаем провязывать раппорт узора. Здесь получается, что у нас 15 петель изнаночных, и вот эта 16-я петля лицевая. Маркер переснимаете, опять провязываете 15 петель изнаночных. Вот они здесь выглядят как изнаночные, накиды тоже провязываются изнаночной петлей. 16 петля лицевая. Провязали следующий раппорт из 16 петель. Маркер переснимаете и вяжете следующие 15 изнаночных, в том числе и накиды изнаночными петлями. И 16 петля лицевая. Так провязываете 4 ряд. Также провязывается и 6 ряд, и 8, и 10, и 12, и 14, и 16 ряд. Все они провязываются точно так же, как 2 и 4. Итак, 4 изнаночный ряд. Кромочную петлю сняли, провязали лицевую петлю и дальше вяжем 15 изнаночных петель. 1, 2, 3, 3 петля изнаночная, это у нас накид был. 4 накид, тоже изнаночная петля.
5 изнаночная петля, 6, 7, 8. Накид тоже провязываем изнаночной петлей. Это 9 изнаночная петля, 10. Накид тоже провязываем изнаночной петлей. Это 11 изнаночная петля, 12, 13, 14 и 15 изнаночная петля. То есть все петли, 15 этих петель, выглядели как изнаночные. Накиды тоже вязали изнаночными петлями. И 16 петля раппорта выглядит как лицевая. Провязываем лицевую. У меня всего один раппорт набран. Вы снимаете маркер и провязываете следующий раппорт узора. 15 изнаночных петель, 1 лицевая. Переснимаете маркер и вяжете опять 15 изнаночных петель, в том числе и накиды вяжете изнаночными петлями за переднюю стенку. И 1 лицевая. Все. В конце ряда провязываем кромочную петлю изнаночную бабушкину. Мы провязали 4 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 5 лицевой ряд. Вяжем справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Лицевая петля. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я переснимаю эти 2 петли на правую спицу, разворачивая их. Затем возвращаю их обратно на левую спицу, эти 2 петли, и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Еще раз 2 петли вместе с наклоном вправо. Я переснимаю эти 2 петли на правую спицу по очереди. Затем возвращаю их на левую спицу и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее идет накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 3. Накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 3. Накид. Делаем накид. 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Я провязываю эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая петля и 3 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем. Вы провязываете следующий раппорт узора, начиная с изнаночной петли, лицевой, и так провязываете все петли раппорта и заканчиваете 3 лицевыми петлями. Маркер переснимаете и затем следующий раппорт вяжете 16 петель раппорта и так далее. Провязываете по очереди все раппорты, разделяя их маркерами. После последнего раппорта переснимаете маркер и 1 раз только в конце ряда провязываете петлю симметрии. Здесь она изнаночная петля симметрии, вот она. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 5 ряд узора. Вот так он начинает уже смотреться. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем изнаночный 6 ряд. Он вяжется точно так же, как 2 и как 4 ряд. То есть кромочную снимаем, затем идет лицевая петля по рисунку, потом идут 15 изнаночных петель, в том числе и накиды, и только 16 петля, вот она, лицевая. Маркер снимаете и следующий раппорт провязываете 15 изнаночных,
1 лицевая. Маркер переснимаете, опять вяжете 15 изнаночных. Это получается по рисунку все 15 изнаночных, в том числе и накиды. И 16 петля, вот она. Видим лицевую, вяжем лицевую 16. Все, и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Вяжем все изнаночные ряды самостоятельно. Как я уже сказала, так вяжется и 2, и 4, и 6, и 8, и 10, и 12, и 14, и 16 изнаночный ряд. Точно так же, как я сейчас объяснила. Работу разворачиваем, провязав этот ряд 6 на лицевую сторону. 7 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я эти 2 петли переснимаю, разворачивая их на правую спицу. Переснимаю по очереди эти 2 петли. Затем возвращаю их по очереди на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки. Еще раз 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. При бабушкином способе вязания я переснимаю их по очереди на правую спицу, при этом разворачивая их. Затем возвращаю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид лицевая, накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 1, накид лицевая 2. Еще 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая, накид лицевая, накид, накид лицевая, накид. 2 петли вместе с наклоном влево. Я провязываю сразу 2 петли вместе, не разворачивая, 1 лицевой петлей за задние стенки при бабушкином способе вязания, которым я вяжу с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Я провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки при бабушкином способе вязания с наклоном влево. 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем и провязываем следующий раппорт узора, если у вас их много, начиная опять с 1 петли раппорта. Изнаночная, 2 вместе вправо, еще раз 2 вместе вправо. Итак, все 16 петель провязываем. Маркер переснимаем и провязываем следующий раппорт. Итак, провязываем все раппорты. После последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем петлю симметрии, которая в этом ряду является изнаночной петлей. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и самостоятельно провязываем изнаночный ряд. Точно так же, как мы провязывали предыдущие 2, 4 ряд и 6. Все они вяжутся одинаково. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 1, 2 лицевая, 3. 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я переснимаю эти 2 петли, разворачивая их при этом на правую спицу. Затем возвращаю на левую спицу, провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо.
Еще раз 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я по очереди переснимаю эти 2 петли на правую спицу, подхватывая их сзади, работой за заднюю стенку петли слева направо. Затем возвращаю их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки при бабушкином способе вязания. Далее идет накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3. Накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид. Далее 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я провязываю эти 2 петли вместе за задние стенки одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее идет лицевая петля. Мы провязали раппорт узора, маркер переснимаем и вяжете следующий раппорт узора. Изнаночная, 3 лицевых, провязываете все 16 петель, заканчиваете лицевой. Маркер переснимаете, вяжете следующий раппорт. После последнего вашего раппорта маркер переснимаете и в конце ряда провязываете изнаночную петлю симметрии. Петля симметрии в этом ряду изнаночная, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваете на изнаночную сторону и вяжете 10-й ряд по рисунку, как смотрят петли. Кромочную петлю переснимаете, далее лицевая, и далее идет раппорт узора. 15 изнаночных, 1 лицевая, 15 изнаночных, в том числе и накида, 1 лицевая. Так вяжете до конца ряда, переснимая маркеры. Кромочная, изнаночная, бабушкина петля. 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Переснимаем эти 2 петли на правую спицу, подхватывая их сзади работы слева направо за заднюю стенку петли. Возвращаем на левую спицу эти 2 петли и провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки. Еще раз 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Переснимаем по очереди, разворачивая при этом эти 2 петли на правую спицу. Затем возвращаем их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываем 2 петли вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая 1, накид, лицевая 2. Накид делаем, лицевая 1, накид, лицевая 2. 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2. Далее накид, лицевая, накид. Накид, лицевая, накид. 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем эти 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Провязываем с наклоном влево. Вот получается наклон влево. Мы провязали раппорт узора из 16 петель. Маркер переснимаем, и вы провязываете, если у вас много раппортов, следующий раппорт узора. Изнаночная, 2 лицевые, и так все 16 петель.
Маркер переснимаете, провязываете следующий раппорт. После последнего раппорта маркер переснимаете и вяжете петлю симметрии, которая у нас разделена маркером тоже. Здесь она изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю, кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 11 лицевой ряд. Работу разворачиваете на изнаночную сторону и провязываете 12 изнаночный ряд. Точно так же, как мы провязывали 2, 4, 6, 8 и 10 изнаночные ряды, то есть по рисунку. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля и лицевая. Провязываем изнаночную петлю и лицевую петлю. Далее 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Провязываем вот эти 2 петли вместе с наклоном вправо. Переснимаем их для этого на правую спицу по очереди, разворачивая их при этом. Возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе, одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. И еще раз 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Переснимаем по очереди эти 2 петли, разворачивая их при этом на правую спицу, возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 3, накид лицевая 1, накид лицевая 2, накид лицевая 3, накид. Делаем накид. 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Еще раз 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. 3 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая и 3 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем. Провязываем следующий раппорт узора. У меня всего 1 раппорт узора. Вы же после последнего раппорта вашего провязанного переснимаете маркер и провязываете в конце ряда только 1 раз изнаночную петлю симметрия. Она у меня здесь выделена маркером. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваете на изнаночную сторону и вяжете 14 ряд по рисунку. Кромочную петлю снимаем, вяжем лицевую петлю. Она здесь у нас выглядит как... Вяжем петлю симметрии, она у нас здесь выглядит как лицевая. И далее вяжем 15 изнаночных, 1 лицевая, 15 изнаночных, 1 лицевая. И так далее. В конце кромочная петля, изнаночная бабушкина. То есть точно так же вяжем, как все предыдущие изнаночные четные ряды. Работу разворачиваем на лицевую сторону затем. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Переснимаю по очереди эти 2 петли на правую спицу, разворачивая их при этом. Возвращаю их на левую спицу и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Еще раз 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Переснимаю по очереди эти 2 петли на правую спицу, при этом разворачивая их. Возвращаю их по очереди на левую спицу и провязываю 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид лицевая, накид лицевая, накид делаем, лицевая, накид лицевая, 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2, накид лицевая, накид, накид лицевая, накид,
2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном влево. Я провязываю при бабушкином способе вязания 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Еще раз провязываем 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. 2 лицевые петли, 1, 2. Я провязала раппорт узора. Маркер переснимаю. У меня всего 1 раппорт узора. Вы провязываете ваши следующие раппорты узора, начиная с изнаночной, 2 петли вместе вправо, 2 вправо. И так все 16 петель провязываете. Маркер переснимаете, вяжете следующий раппорт. После последнего раппорта переснимаем маркер, который отделяет петлю симметрии. В этом ряду она у нас изнаночная петля и кромочная петля изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем 16 изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. Точно так же, как все предыдущие изнаночные четные ряды вяжем. И затем работу разворачиваем на лицевую сторону. Друзья, в провязывании 17 ряда есть нюансы. Вот у нас здесь есть 3 накида. Первый накид, второй и третий накид в 17 ряду. Вот этому третьему накиду соответствует 2 петли вместе. Второму накиду соответствует 2 петли вместе. А первому накиду нет соответствия 2 петель вместе. То есть, если мы сделаем вот этот первый накид, то у нас окажется лишняя петля в этом ряду. Поэтому при провязывании самого первого раппорта после кромочной петли вместо первого накида мы должны провязать лицевую петлю, а все остальные раппорты этого ряда провязываем точно так же, как здесь указано в схеме. 3 накида здесь у нас будет и 2 петли вместе влево, 2 петли вместе влево. И только в первом раппорте, как я сказала, в самом первом раппорте после кромочной петли первая петля раппорта будет не накид у нас, а лицевая петля. И петля симметрии здесь тоже у нас будет накидом. Это касается 17 ряда только, и точно так же это касается 25 ряда. Точно так же здесь 3 накида, но 2 петли вместе раз, 2 петли вместе два. То есть одному накиду соответствует 2 петли вместе, второму накиду соответствует 2 петли вместе, а вот этому самому первому накиду нет соответствия 2 петель вместе. То есть если мы сделаем в первом ряду накид, то у нас будет лишняя петля. Поэтому после кромочной петли в первом раппорте, только 1 раз в первом раппорте, мы вяжем лицевую петлю, а все остальные раппорты этого ряда 25-го вяжем, как указано в схеме, то есть с 3 накидами. Точно так же, как и в 17 ряду. И вот эти вот петли симметрии здесь тоже в 17 ряду будет накид, петля симметрии, и в 25 ряду петля симметрии это будет накид. 17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет накид, делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, еще раз лицевая, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе с наклоном влево, провязываем 2 петли вместе за задние стенки с наклоном влево, еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет лицевая петля, изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю, 3 лицевые петли, 1, 2, 3 лицевая,
2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю сначала эти 2 петли, переснимаю их по очереди на правую спицу, подхватывая сзади работы за заднюю стенку петли слева направо. Затем возвращаю их по очереди на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я правую спицу завожу за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю петлю на правую спицу. Завожу правую спицу за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю на правую спицу. Затем возвращаю эти 2 петли на левую спицу и провязываю 2 вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля, провязываем. Далее идет накид, делаем накид. И далее идет лицевая петля, провязываем лицевую петлю. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем. У меня всего один раппорт, у вас несколько набрано раппортов на изделие. Вы переснимаете маркер и провязываете следующий раппорт. Мы в первом раппорте вязали вот здесь вместо накида лицевую петлю, самую первую петлю раппорта. Сейчас же во всех последующих раппортах вы вяжете точно так же, как указано в схеме. То есть маркер пересняли после первого раппорта и вяжете накид лицевая, накид лицевая, накид 2 вместе влево, 2 вместе влево. Лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе вправо, 2 вместе вправо, накид и лицевая. Маркер переснимаете, следующий раппорт вяжете, как указано в схеме. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой влево, 2 влево, лицевая, изнаночная, 3 лицевых, 2 вместе лицевой вправо, 2 вправо, накид, лицевая. Маркер переснимается и опять следующий раппорт, как указано здесь в схеме. Накид, лицевая, накид. И так все 16 петель провязываете. Маркер переснимаете. И далее у вас идет петля симметрии. Эту петлю мы провяжем тоже лицевой и сделаем накид. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Вот так у нас получилось. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. Кромочную петлю снимаем, накид провязываем. После последнего раппорта переснимаем маркер и провязываем петлю симметрии лицевой петлей. Хотя здесь обозначен накид. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. То есть при поворотном вязании мы здесь петлю симметрии вяжем как лицевую петлю, так как мы вот здесь в первом раппорте первую петлю провязывали тоже лицевой петлей. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем 18 изнаночный ряд по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее видим изнаночная петля, вот бугорок. Вяжем изнаночную, ту петлю, какую видим. Далее видим изнаночную, вяжем
Далее идут у нас 4, 5 изнаночных петель. Вот 5 бугорков. Провязываем 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4 изнаночная и 5. Это в предыдущем ряду были вот эти петли лицевые. 2 вместе лицевой, 2 вместе лицевой и 3 лицевые. Здесь они выглядят как 5 изнаночных петель. Далее у нас была изнаночная петля в лицевом ряду. Здесь она выглядит как лицевая. Провязываем лицевую петлю. Далее опять у нас все петли выглядят как изнаночные, кроме последней. И последняя петля тоже у нас выглядит как изнаночная. Провязываем изнаночную петлю. Вот дальше бугорок, тоже изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Далее здесь у меня плохо провязано, петля спустилась. Ну, здесь тоже изнаночная петля. Вот бугорок большой. Здесь тоже вяжем изнаночную петлю. Далее идет изнаночная. Накид тоже изнаночный. То есть, если видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Вот бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную. То есть, вяжем ту петлю, какую видим. Накид тоже провязываем изнаночной петлей. Далее видим опять изнаночную, вот этот бугорок. Провязываем изнаночную, какую видим, такую вяжем. Далее идет у нас здесь изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так у нас это выглядит уже. И провязываем 19 лицевой ряд. Начинает уже вырисовываться узор. Хотя это здесь один раппорт всего, но уже видно узор. 19 ряд. Друзья, далее по схеме вяжите самостоятельно. Как вязать по этой схеме, я объяснила. То есть кромочную петлю снимаете и вяжете ту петлю, какая здесь указана на схеме. 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, 2 вместе влево. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вправо, накид, лицевая, накид. Провязывайте так все раппорты по очереди. В конце ряда петля симметрии, лицевая петля. Так вяжете до 25 ряда. А в 25 ряду, вот я здесь указала, в 25 ряду точно так же провязываете первый раппорт, как я объяснила, вязать во 17 ряду. То есть в 25 ряду точно так же у нас здесь встречается 3 накида, но первому накиду нет соответствия 2 петель вместе. Поэтому если мы сделаем накид, то у нас появится здесь лишняя петля. Поэтому точно так же, как в 17 ряду, первую петлю первого раппорта после кромочной петли вы вместо накида провязываете лицевой петлей. То есть 25 ряд это будет 2 лицевые петли после кромочной, потом накид, лицевая, накид. И так провязываете все петли 16. Маркер переснимаете, а вот следующие раппорты, все, которые у вас набраны, провязываете, как указано в схеме. То есть после маркера второй раппорт будет начинаться уже как здесь указано: накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе вправо, и так все петли раппорта 16.
Следующий раппорт также будет, как указано здесь в схеме, с 3 накидами. И так все раппорты провязываете. И в конце ряда провязываете вот здесь в лицевую петлю симметрии вместо накида. Здесь указан накид, но вы провязываете лицевую петлю симметрии, так как вы здесь после кромочной в первом раппорте первую петлю первого раппорта тоже вязали лицевой, чтобы было соответствие и зеркальность, чтобы узор был зеркальным, полотно было зеркальным, оно должно быть одинаковым в начале и в конце. Раз мы здесь вязали лицевую после кромочной, то и здесь перед кромочной должна быть у нас лицевая петля, а не накид, как здесь указано. Так же, как и в 17 ряду. Тоже здесь будет лицевая петля симметрии. Итак, вяжете вверх по узору все 32 ряда, как я объяснила. Как вязать по этой схеме, то есть читаете каждое обозначение схемы и провязываете. Особенности узора только в 17 и 25 ряду. Просто провязываете вместо накида лицевую и все после кромочной петли. И далее все по схеме идет. Друзья, я думаю, вам... Друзья, уже вот так начинает вырисовываться узор. Здесь всего, конечно, 17 рядов. Еще не весь раппорт связан в высоту, но уже красиво получается. Вот так его выглядит изнаночная сторона. Изнаночная сторона гладкая у этого узора, приятная к телу. Если вам узор понравился, если понравился мастер-класс, поставьте, пожалуйста, лайки, напишите комментарии. А я желаю вам связать много красивых, эффектных изделий с таким узором. На этом у меня все. Желаю всем хорошего настроения, легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.